очень рада тем, кто уделил время прежде всего себе, потому что то, чем мы сегодня поделимся, я и Шолпан, это нужно прежде всего вам. И вы можете сейчас поблагодарить себя, что вы уделяете время себе и получаете супер полезную информацию для себя. Конечно, если вы здесь и сейчас, то это не просто так. На самом деле, моя жизнь с академией, если можно так выразиться, началась еще задолго до того, как я стала студентом академии. Дело в том, что в академии я 1,5 года, ну, чуть больше, с августа месяца 2021 года. Так вот, но мой путь в психологии начался давным-давно. Вот здесь на фотографии можно увидеть, как я провожу для женщин, не помню, то ли завтрак у нас был, то ли ужин, что-то такое. И я рассказываю о взаимоотношениях в принципе с людьми. Это в городе Вологда. Это было 2014 или 2015 год. 15, наверное, год. Я психолог по образованию. Я получила психологическое образование в академии. И до психологии я была юристом. До юриста я хотела быть юристом, хотела быть журналистом, но сейчас, оборачиваясь назад, я четко понимаю, что каким бы видом деятельности я ни занималась, чему бы я ни обучалась, всегда было несколько факторов. Первый – я взаимодействовала с людьми. Второе – я помогала людям. Третье – я развивала в себе те способности, которые были обнаружены еще в детстве. Я могла организовать ребят поиграть во что-нибудь. Я была очень улыбчивым ребенком. У нас нет ни одной фотографии из моего детства, где бы я не улыбалась. Вот. Ну и родилась я в день весеннего равноденствия 21 марта, когда день равен ночь. Теперь на уровне душа, уже получив обучение и работая с такими тонкими материями, я понимаю, что все не просто так. На самом деле мы изначально приходим в жизнь с четким пониманием, для чего мы сюда пришли. Это как раз вот наша душа. То есть наша душа знает, что она хочет, но вмешиваются, понятно, социальные программы, обучение, образование, родители, их желания, их невостребованные претензии к жизни. И где-то мы начинаем сворачивать с пути, но не очень далеко, если честно. Так вот, если прислушиваться к себе, то вы всегда придете к своему предназначению. Что такое предназначение? Это не только работа, которой вы занимаетесь. Это вся жизнь, в которой вы живете. Предназначение семьи – я мама. Я мама 20-летнего сына. Я уже получаю ништяки в виде бонусов. У моего сына все ок, значит, у меня все ок. А в предназначении семьи я женщина в своем предназначении. Я дочь для своих родителей. Вот здесь на фото то, как я живу. Вот здесь на фотографии, где красивые у меня шикарные алые губы, это я в Мариинкино с любимом балете «Лебединое озеро». Это тот балет, который я могу смотреть и в Мариинке, и в Александринке, и в любом театре. Здесь вот еще на фото я катаюсь на речном трамвайчике по рекам и каналам Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербург я тоже приехала по зову своей души. Я была влюблена в этот город с детства. И я двигалась за своей душой, за ее желаниями. И поверьте мне, когда я шла за своими желаниями, все получалось легко, как по мгновенным, как это называется, как это правильно говорить? Волшебной палочки. Да, по волшебной палочке. Ну, то есть она там что-то пших-пших и получилось. Если я шла, и мне вот там преграды, то если не упираться рогами, знаете, вот, при том, что я овен, я всегда говорила, не будите во мне овна. Так вот, если не упираться рогами, то можно увидеть, что тебе туда не надо. Можно, конечно,
там мышцы нарастить, и мироздание скажет, ну ладно, если так сильно хочешь научиться вот разгребать завал, ну научись, может какой-то навык тебе это пригодится, но поверьте мне, мы придем к этому еще, а женщине нужно по-другому. И когда я поняла, как нужно женщине, в моей жизни появился тот самый мужчина, с которым я чувствую себя волшебной женщиной, богиней. То есть то, к чему каждая идет и стремится. Что еще могу сказать по предназначению? На самом деле, если вы занимаетесь определенной работой, то вполне возможно, как раз в этом ваше предназначение. Вот здесь на фотографии я провожу, меня пригласили, это, по-моему, Череповец. Я уже жила в Петербурге, и меня пригласили туда с однодневным семинаром, там проходила какая-то программа, и здесь как раз я рассказываю про отношения, где я и где мы. Так вот, на самом деле очень-очень-очень-очень много в психологии уделяется именно этой теме – отношения. Но, поверьте мне, невозможно построить отношения, если нет внутреннего осознания, кто я, какая я и чего я хочу. Потому что когда я знаю, какая я, чего я хочу, я могу об этом рассказать своему партнеру. Для меня очень важно было, чтобы мой партнер с уважением относился к той миссии, которую я для себя избрала. А я избрала миссию служить людям, я психолог. Для меня было важно, чтобы рядом со мной ни друзья мои, ни партнеры, ни родственники, никто не говорил, а они не говорят. Я простроила такое окружение, что ой, это психология, это психологини, это вот здесь вообще вот об этом нет речи. В моем окружении этого нет, потому что я для себя на высоком уровне приняла эту профессию, эту миссию. Понимаете, да? Наша реальность вокруг – это отражение, зеркальное отражение того, что у нас внутри. Всегда. И когда вы внутренне определили, кто вы, чем вы хотите заниматься всю оставшуюся жизнь, чем вы будете заниматься, даже если у вас будут все потребности и все желания удовлетворены, у вас всегда будут поступать деньги на удовлетворение желаний и потребностей, но вы все равно будете этим заниматься. Как вы будете этим заниматься? У вас достаточно образования, у вас достаточно способностей, навыков, у вас прокачанное мастерство. Вот в этом важность предназначения. Наташ, можно вопросик? Да, конечно, обязательно. Вот смотри, как ты относишься к тому, что сейчас столько развелось курсов и штампуют психологов, вот Мгм. буквально вот 1 месяц обучения и уже психолог. Как ты к этому относишься? Я отношусь к этому очень положительно. В каком плане? Чем больше популяризация идет психологии, тем лучше. Каждый все Неожиданный равно найдет ответ. индивидуальность. Каждый найдет. Но если, при всем моем уважении к мужчинам, если какой-то среднестатистический, не мужчина, да, я сейчас разделяем эти понятия, среднестатистический мужик пойдет не в гараж бухать, другу на плече рассказывать, какая у него жена сука, меркантильная, ей все время что-то надо. А если он пойдет к психологу, даже выпуск одномесячный, он ему расскажет это все, а тот скажет, а ты посмотри на это вот так. И если он хотя бы на йоту задумается, значит, выпущенный этот психолог одномесячный выполнил свою миссию. Смотрите, мы все разные. Это вот вообще даже, уже без сомнений. И на каждого специалиста придет каждый человек, каждый клиент. Поэтому ко мне придут те, кто придет за глубиной, такой глубиной, которая, может быть, не каждому даже нужна. Ко мне придут те же мастера разборов, окончившие 1, 2 уровень академии, чтобы я помогла им вырасти, чтобы я помогла им заглянуть в ту глубину, которую они не смогли самостоятельно. Смотрите, мы даже вопросы задаем, когда готовы услышать ответ. Готовы. Всегда на вопрос
придет ответ. Поэтому не бывает глупых вопросов, как я всегда говорю. Бывают вопросы, которые я не задала. Если я не задала, я не готова слушать ответ. Если я готова, я даже беру на листочке, пишу себе вопрос, начинаю оглядываться, кто мне придет и скажет, вплоть до того, что под окном проедет, как перед Новым годом у меня проезжали новогодние автобусы. Я такая, ладно, хорошо, завтра куплю елку. Ну, то есть ответы всегда вокруг нас. Главное задавать вопросы и слышать эти ответы. Здесь на фотографии я тоже, еще живя в Вологде, перед Санкт-Петербургом я жила в Вологде. До Вологды я жила в Казахстане, город Павлодар. Так вот, здесь я вела целая серия, это моя авторская была программа «Завтрак с психологом». То есть мы там разбирали фильмы. То есть все смотрели фильм, приходили и по кадрам разбирали те фильмы, те сущности, которые можно было увидеть, где человек сам себе не находил ответы. И о чем я и говорю, ответы можно найти всюду. Смотрите фильм, вас что-то трогает. Что вы делаете? Посмотрите, как герой, которым вы согласны или не согласны, разрешил свою проблему. Он вам показал один вариант. Выбирайте либо этот, либо другой. Везде вокруг вы можете найти ответ на свои вопросы. Потрясающе. Здесь это уже в Санкт-Петербурге. Это игра «Мафия». Многим она знакома. Кто-то играет даже с вечерами. Я эту игру вывела в психологический тренинг, потому что на самом деле эту игру придумали психологи. То есть это тоже ответ на твой вопрос, Шелпан. Смотри, всегда можно найти что-то свое, что даст людям. Кому-то легче прийти не к психологу на консультацию, не на тренинг или даже на сегодняшнюю встречу. Просто послушать и задать вопросы. Кому-то интересно прийти поиграть. Но что такое игра «Мафия»? Там прокачивается уровень коммуникативных навыков. То, как ты достигаешь цели, какую ты ставишь цель, как ты находишь единомышленников, как ты борешься с врагами. То есть на самом деле самые сущные вопросы, те, которые нужны в жизни, всегда. И эта игра имеет классные результаты, по себе знаю, когда сама в нее играла. Здесь я на фотографии как ведущая выступаю. Мы в кафе, не буду рекламировать, хотя там, по-моему, видно, что это британские пекарни. Вот. Но тем не менее. То есть это игра, которая прекрасно заменяет классный тренинг. На самом деле в психологии, как и в любой другой науке, есть разное применение, и каждый найдет свое. И как своего учителя, психолога, мастера, и также как для себя, своих клиентов, что он может дать клиентам, каким образом он может дать клиентам. Это вторая часть, вот там, где я показывала, тоже предыдущий был слайд, где я в Череповце проводила, здесь вот как раз тренинговая часть. Те, кто на стульях, это в позиции родителей, те, кто стоит на полу, это дети. То есть я показывала на физическом уровне, как дети в позиции снизу слышат родителей, когда родители на них гневаются. Ну, это очень показательно. Сейчас в академии я обладаю большей теперь информацией и больше знаниями касательно иерархии. А так как я работала в сфере образования, мне очень важно было найти то, что я могу дать родителям, потому что уже тогда я понимала, что с детьми работать не имеет никакого смысла. Всегда нужно работать с родителями. Почему? Потому что родитель – это личность, которая выбирает, которая управляет своей жизнью. Ребенок подчиненный. И он не может изменить, опять же, и по иерархии, и в силу возраста, и в силу мышления, он не может изменить ситуацию в семье, потому что он там не главный. И вот именно это я показывала. То есть тренинги я проводила очень много. И работая психологом, просто психологом, классическим психологом, я как раз и понимала, как я пришла в академию, я как раз понимала, что я начинаю упираться в стену со своими клиентами в своем развитии. И последние 2 года перед академией я начала вымаливать практически у мироздания послать мне учителя. И таким учителем для меня стала Инна Тляшинова.
И мы вот с Шалпан как раз познакомились, обучаясь на первом уровне. И я пошла дальше с академией, то есть я пошла на второй уровень, я прошла все специализации, которые сейчас имеются в академии, я прошла третий уровень душа, сейчас я наставник на третьем уровне. Вот, Шалпан пошла своим путем. Это о чем говорит? Что когда вы слышите себя, когда вы не спорите с собой, вы идете своим путем, и вы найдете ту нить, тот эксклюзивный вариант, за которым ваша душа и пришла в эту жизнь. В этом и есть ваше предназначение – найти себя. Я рассказывала о сексуальном воспитании. Понятно, что там присутствовали только 18+, потому что не положено, как будто бы у нас, да, о сексе знать. Так вот, та информация, которую я тогда давала, самое интересное, это была только вершина айсберга того, что я знаю сейчас после уровня сексуалити в академии. И вот как раз вот сейчас я точно знаю, что почему так много женщин ходит на все семинары, на все встречи, на все обучающие программы. Потому что женщина 100 крат сильнее энергетически. И когда она прокачивает себя, это не значит, что от мужчины ничего не зависит. Нет. Но рядом с ней тогда тот мужчина, который нужен ей энергетически, и который ее, скажем так, сможет потянуть энергетически. Если хотим классных отношений, а случайности у нас в жизни не случайные, наши души выбирают друг друга, в том числе и партнерских отношениях, то занимаемся прежде всего собой. И это очень важно, заниматься собой и помнить, что я женщина. Женщины и мужчины действительно по-разному и работают, и зарабатывают деньги, по-разному относятся к жизни, даже по-разному ходят. Здесь я, это в аэропорту, потому что я как раз год назад летала в Павлодар по своим коммерческим делам. Ну и, как оказалось, в Павлодаре меня очень сильно ждали мои знакомые, мои бывшие клиенты, которые не смогли на онлайн сразу перейти, потому что нас пандемия перевела хорошо на онлайн. А так как я уехала из Казахстана еще задолго до пандемии в 2014 году, то многие клиенты на онлайн работу так и не смогли перейти. И они очень ждали меня. И я поехала с одной целью, у меня ни дня не было, чтобы я там не работала. То есть оказалось, что я очень нужна там была. И даже, понимаете, вот это как раз и говорит о миссии, о предназначении. Когда ты, где бы ни оказался, ты востребован. Тебя ждут. А на фотографии, где я стою, как это называется, флипчатер, перед ним, это я на конкурсе педагогов-психологов года. Я победила в этом конкурсе в Санкт-Петербурге. Вот, я как раз рассказываю притчу, которую написала о себе. И эта притча, я с позволения Шалпан скину ее потом в чат. Вот, сейчас на память, может быть, не вспомню сразу всю. Вот, подглядывать не хочу, не буду читать. Я потом скину ее. Единственное, вот эту притчу я написала, она как раз о предназначении. Когда человек идет за тем, что ему нужно, за тем, что он слышит в своей душе. То есть я всегда осознанно или неосознанно шла в эту тему. Для меня было очень важно найти себя, свое предназначение. Вот. Но ты рано нашла свое предназначение, да? Да, я стала психологом, еще не зная, что я психолог, потому что когда я работала, когда я еще была в школе, я была старостой, ко мне приходили жаловаться, ко мне приходили плакаться, приходили, чтобы я помогла там с учителем, еще с как-то. То есть я уже тогда была вот таким, как наставником, духовником, как сейчас принято называть, да, разных людей, разных профессий. То есть я тогда уже во мне это было, просто я не могла скомпоновать все эти способности мои в определенную профессию. И когда я вышла уже в профессию, вы знаете, наверное, произошло самое важное. Когда я вышла уже и стала называться психологом, я обучилась, я работала, моя жизнь действительно стала меняться
на легкость. То есть мне все остальное давалось уже легче. Мне легче доставался переезд, мне легче приходили деньги, мне легче завязывались отношения. То есть у меня лучше наладились отношения с братом, у меня наладились отношения уже со взрослым сыном, подростком сначала, потом взрослым. То есть когда я вышла в предназначение, зачем вообще моя душа сюда пришла, все остальное стало так легко, легко, легко образовываться. И это самое важное. И в предназначение можно выйти в любом возрасте. Это я теперь уже точно знаю. А вот скажи, предназначение бывает одно в жизни или разное? Их много может быть на разном этапе. Много. Смотрите, предназначение – это не только работа. Предназначение – это больше, чем работа. Можно менять работу, можно менять вид услуг, которые оказываешь, можно менять работодателя, можно менять разные даже сферы. Но я же говорила, да, в предназначении семьи я женщина, жена, я мама. В предназначении социума я психолог, я друг, я партнер. У меня есть партнеры, с которыми мы вместе ведем какие-то проекты. Да? В предназначении роста личности я развиваюсь сама духовно. В предназначении академии я наставник. То есть и студент, и наставник. То есть я вовремя надеваю мантию студента, когда сама обучаюсь. И я выхожу, и у меня вот как сейчас надпись «наставник». Я выхожу, у меня надпись «наставник». И все знают, что в этом чате я наставник, потому что я им помогаю обучаться. На самом деле на каждом уровне предназначения важно понимать, что то, что я делаю сейчас, я обучаюсь, я развиваюсь, я повышаю мастерство, квалификацию, я продаю свои навыки уже, товары или услуги, мастерство. Во всех вот этих уровнях предназначения самое важное – получать удовольствие. Получать удовольствие от самого процесса и от результата. Всегда. То есть мы идем за вспышкой, за импульсом внутри души. И когда мы чем-то занимаемся, нам это нравится. А бонус получаем, нам это нравится вдвойне. Угу. Вот такой вопрос. А вот бывает так, что люди заняты предназначением, но не получают финансового вот этого достатка. Угу. Что? Вот даже Тогда надо взять, вот, знаешь, смотреть. Тогда надо смотреть. Я очень часто, ну, скажем так, очень часто это воспитывают еще так, да, через непроработанное чувство вины, чувство долга и так далее, и так далее. Люди, если они не получают финансового дохода, все в балансе всегда, значит, они получают что-то другое. Признание, долги кому-то отдают, ну, духовные, да, в том числе. Зарабатывают другим каким-то способом, я имею в виду даже не финансово, а, ну, как сказать, их любят за это. вот смотри, вот давай вот так возьмем. Конкретнее пример. Ну вот такие гениальные люди, например, Моцарт, Ван Гог, Модильяни, они были гениальные, но почему-то жили в бедности. Угу. Как это объяснить? Жили в предназначении, да? Угу. Ну, смотри, мы сейчас не можем их спросить, насколько они были счастливы. Вот. Но я не верю в поговорку, что художник должен быть голодным. Я тоже. Вот, поэтому есть определенные стадии тоже развития, да, и люди, которые создавали, вот то, что ты перечислила, определенные шедевры, в служении были, так сказать, да, то они на самом деле, возможно, получали за это тот уровень притязаний, потребностей, удовлетворения, который у них был. И здесь вот как раз в балансе, да, то есть смотри, они удовлетворяли свои потребности по минимуму, но им важно было признание.
А так как душа бессмертна, они получили свое признание. Мы о них говорим спустя века. То есть они получили свое признание. Но признание же это не накормит, поэтому они получили его позже. Какая разница? О них тогда говорили, о них после смерти говорят. Но если у меня в моих потребностях ходить в музеи, я в Эрмитаж хожу каждые 3 месяца. То есть когда приезжает кто-то и говорит, там, или даже я встречаю кого-то из петербуржцев коренных, говорят: ой, я последний раз в Эрмитаже была в студенчестве, нас водили группой. А ты когда? Я опускаю глаза, такая говорю: я осенью прошлой. Потому что я хожу туда регулярно. Мне это нужно, это моя потребность. И, естественно, у меня под эту потребность приходит что? Финансы. Если в моей потребности жить в центре города, я сейчас живу в центре Петербурга, я снимаю дорогую квартиру 90 квадратов. Это моя потребность. И я смотрю на то, чтобы, возможно, через год жить в другой квартире, еще больше, чтобы у меня был еще отдельный кабинет для работы. То есть сейчас я совмещаю гостиную с кабинетом, я хочу отдельный кабинет. Может быть, в моей потребности еще что-то появится. Это потребность. Если в моей потребности есть питаться определенным уровнем, то есть я 2-3 раза в неделю не хочу готовить, хотя мой мужчина прекрасно готовит, я предлагаю, он приглашает, и мы едим где-нибудь в городе в ресторане. Просто едим, без праздника, без ничего, мы просто идем в ресторан. То есть если это моя потребность, если это мой уровень жизни, то деньги будут приходить под этот уровень жизни, под эти потребности. Если у меня нет потребности, чтобы обо мне знала вся Европа, чтобы я, как Моцарт, да, был при дворе известен, если у меня нет такой потребности, то вот как раз не зря осталась фотография. Когда я пошла на конкурс, я не хотела идти на конкурс. Я все время шутила и говорила, я дошутилась, как говорится. Я всегда говорила: я не люблю вот эти конкурсы, чтобы меня оценивали, я люблю работу в полях. Пришла в академию, работаю в полях, в квантовых. Вот, тогда я имела в виду в полях пахать. И я, когда выиграла конкурс, мне говорят: Наташа, все, надо идти на следующий уровень. Я говорю: зачем? Вот объясните мне, зачем мне это надо? Вы отрываете меня от работы, вы отрываете меня от детей, вы отрываете меня от родителей, учителей. Зачем? Я как раз тогда писала программу свою. Они говорят: как же, ты выиграешь следующий уровень? Я говорю: хорошо, выиграла следующий, дальше что, зачем? Поедешь на всероссийский. Я говорю: хорошо, если я выиграю на всероссийский, что будет? Ты пойдешь на встречу с Путиным. Я говорю: хорошо, я приду на встречу с Путиным. И что? Мне говорят: он пожмет тебе руку, и ты сможешь его спросить или сказать ему. Я так смотрю на своего руководителя, говорю: вы уверены, что вы хотите, чтобы я встретилась с Путиным? Они говорят: так, все, тебе больше не надо на конкурс. Моя идея тогда была и сейчас остается, что в каждой школе должен быть психолог, как когда-то классная дама, чтобы один психолог с 1 по 11 класс сопровождал один класс. Один психолог на один класс. То есть он этих детей видит от начала обучения, когда они пришли, до конца. И тогда он точно знает, чем им помочь и как им помочь. То есть у меня была такая идея. И я бы, конечно, встретившись с Путиным, об этом ему сказала. Наташа, как ты думаешь, нужно обучать психологии в школе? Так же, как биологии, физики и так далее? Скажем так, не психологии как науки, а основам. Когда-то в советское время был такой предмет основы личности. Сейчас не вспомню. Основы жизнедеятельности. Точно. Да, то есть там семейное что-то было, с семейной жизнью что-то было. Да. Я помню, как у нас учителя какого-то повесили дополнительные часы на нее, и она вышла, и она стоит такая, а я, как дитя, как я говорю, не... Перестройки. Да-да-да, немножко необычной семьи, вот, дитя. У меня мама была мусульманка, а папа не мусульманин. Вот. И в моей семье много чего было не так, как у других. И я задала ей вопрос: кто в доме главный? Женщина.
Ну, это вы сейчас знаете. Я задала своему учителю вопрос, когда в школе училась. А вот. Мгм. А она тоже сказала женщина. Я пришла к маме и сказала: мама, кто в семье главный? Говорит: конечно, папа. Я пришла к папе и сказала: папа, кто в семье главный? Он говорит: конечно, я, на мне вся ответственность. Но я делаю все, чтобы исполнить желание твоей мамы. Очень мудрый ответ. Мгм. Я всегда говорю, мне повезло с моим папой, и он был великим мужчиной, поэтому мне было сложно своего великого мужчину встретить. Но мне повезло. Я доросла до этого. Так вот, смотрите, очень важно, Шолпан, отвечаю на твой вопрос, очень важно обучать основам того, что было утрачено, когда родители передавали знания детям и за мудростью шли к старшим. Это утрачено. И поэтому, да, сейчас через образовательное учреждение важно этому обучать. Обучать детей и обучать родителей. Потому что, еще раз повторюсь, когда я сама работала в сфере образования, я тогда четко поняла, бесполезно работать с детьми. Обучать, да, как предмет. Тогда, когда они сами станут взрослыми, у них это где-то что-то начнет проявляться. Почему сейчас в Академии мастера сборов Инна Тляшинова, может быть, Шолпан не в курсе, потому что она сейчас не в Академии, она отделила начиналити, она вообще сделала бесплатно, где можно пройти их просто и не идти дальше обучаться на мастера. Вы можете не становиться психологом, но 10 основ лучше знать для того, чтобы управлять. Да, психология – это как раз та наука, которая очень необходима, основы ее знать. Человеку не важно знать, ну вот мне, да, я училась хорошо, училась в том числе хорошо точным наукам, физике в том числе, но, честно скажу, когда я нажимаю клавишу, чтобы включить свет, мне ехала болела, с какой скоростью ток перемещается, и почему загорелась у меня лампочка, у меня свет есть. Но я же знаю, что пальцами я ни в розетку не полезу, ни в лампочку патрон. То есть для этого мне основ знаний хватает. Так вот, в жизни то же самое, не надо быть всем психологами, но знать, что я родила ребенка, чтобы создать ему условия для развития, а он идет в своей жизни, за своим предназначением, за миссией своей души, и мне не надо ставить ему палки в колеса или забор, по которому он должен развиваться. Вот это как раз основа той психологии, которую должен знать каждый. Здесь на фото я со Стапом Бендером. Это один из памятников любимых в Петербурге. Вот. Я помню, когда я с ним фотографировалась, моя подруга, которая меня фотографировала, сказала: ты как раз с ним можешь фотографироваться, ты юрист, ты чтишь законы, ты даже дорогу переходишь строго на зеленый свет даже в 2 часа ночи. Да, я из тех людей, которые переходят дорогу строго на зеленый свет и по пешеходной дорожке. И рядом фотография. Я очень люблю пригороды Санкт-Петербурга. И это Витебский вокзал, один из самых любимых и красивейших вокзалов в Петербурге. Вот, и я часто езжу в пригород именно с этого вокзала, потому что я люблю. Это тоже моя потребность – ходить по паркам, по лесам. Это важно. Важно делать все, что тебе нравится. Это вот как раз тот уровень жизни, когда ты выходишь в свое предназначение, работаешь 12 часов в неделю, получаешь кайф от своей работы, даже скучаешь без нее. Когда деньги приходят тебе под все твои потребности, потому что ты не стесняешься о них говорить. А можно вопросик такой? Да, конечно. Как ты считаешь, кто лучше психолог, мужчина или женщина? То есть сейчас много мужчин почему-то в основном, но какие-то иногда я с ними не согласна. То, что они говорят об отношениях особенно. Ну и женщины тоже такие же. Да, скажем так, все, опять же, повторюсь, на своем уровне развития. Тот, с кем ты не согласна, вы просто на разных уровнях.
Вот и все. Каждому нужно прийти к своему. Кто-то услышит одного психолога, кто-то услышит другого психолога. Когда мне приходит знакомый и говорит: ой, я не могу слушать Инну, ну, то есть я даю ссылки, вот послушайте бесплатный вебинар, дальше все решайте сами. Я просто показываю, что есть такой человек, который создал академию и обучает. Все. Инну академию и это все я не продаю. Я продаю себя и продаю свои услуги. Так вот, когда я показываю, мне потом обратную связь дают. Чаще мужчины говорят: нет, я не могу ее слушать. Я говорю: не слушай ее, тебе просто она не подходит. Она говорит не теми словами, которые тебе проникают в душу. Иди послушай Сатью Дас. Иди слушай, читай Лобковского. Не подходит Лобковский, иди послушай Ковалева. Кого угодно. Почему? Потому что мужская сила отличается от женской силы. Мужская энергия отличается от женской энергии. Они могут быть категоричны, они могут быть какие угодно. Понимаешь, кому что отзывается. Я благодарна своим первым учителям, когда я пришла, ну, я уже много интересовалась, увлекалась психологией, но когда я пришла в институт, а я обучалась в университет, я обучалась в одном университете и юриспруденции, и психологии, и я удивилась, когда первая же сессия, первые же занятия преподавателями, преподаватели говорят: вот вы видите список литературы, берете верхнюю строку, читаете, находите книгу, открываете, читаете, не подходит она вам, закрывайте, это не ваш автор. Я после того, когда была юристом и училась на юриста, я читала все. Я такая: как закрывайте? Ну, он говорит не то, как вы хотите слышать. Вторую книжку открывайте, подходит, читайте, не подходит, закрывайте, не читайте. То есть выбирайте ту информацию, которая вам идет. Потому что можно, конечно, поставить цель. Вот, если он меня раздражает, значит, что-то раздражает во мне. Можно эту тему прорабатывать. Но зачем? Я люблю слушать, когда мне объясняют. Красиво, приятно, понятно, доступно, по-простому. Я когда училась сама на Некоторые любят психолога, мазохизм, поэтому читают то, что им не заходит. ну, каждый получает кайф от своего. Я не лишаю никого получать кайф так, как они хотят. Это как в анекдоте. Что же вы так убиваетесь, вы так не убьетесь. Ну, то есть каждый находит своего учителя, значит, кому-то это нужно. Единственное, что, да, опять же, мы выбираем для себя, кого мы слушаем и как мы хотим услышать. Я хочу, чтобы сейчас подракониться, поспорить, да, с учителем. Тогда я с кем спорю? Ты уже знаешь по первому уровню еще. Я спорю с мамой, с папой. Ага. Я не с этим учителем спорю. Вот. Или я хочу услышать информацию полезную. Но чтобы услышать мне полезную информацию, мне не надо через вот это вот, чтобы меня там унижали, ставили на место. Я и так на месте. По иерархии в родовой системе я на месте. В социуме я тоже на своем месте. Я знаю свое место, я знаю, где, с кем я партнер первый, где я второй, где я наставник и так далее, где я ассистент. Смотрите, что такое долги? Я знаю человека, Шалпан ее тоже знает, это наша однокурсница, она живет сейчас в Испании. Вот. И при том, что ипотека считается долгами, но мы знаем, что весь бизнес, очень крупный бизнес, развивается и строится, и зарабатывает, работает на заемных деньгах. То есть в банке берется очень большая сумма под очень большой процент. Зарабатывается настолько много, что можно погасить этот процент. Когда-то гасится основной долг, когда-то нет. Получается прибыль уже после того, как все потребности были, то есть зарплата, там еще что-то, да? То есть смотрите, как по-разному можно относиться еще к долгам. Потому что, допустим, когда я пошла обучаться в академию, я взяла рассрочку. Сейчас я могла, наверное, уже год назад, как я могла бы погасить рассрочку полностью. Я этого не делаю. Я ежемесячно плачу по 9 тысяч рублей и ставлю себе плюсик. Я инвестировала в себя 9 тысяч рублей. Я инвестировала в себя 9 тысяч рублей. Хотя я могу в этот же месяц заплатить еще 50 тысяч
приняв какое-то обучение. Вот завтра с утра я стартую еще в одном обучении, не буду рекламировать. Я заплатила за него немного. Я по акции успела, я заплатила 4000. Но я 2 месяца не вступала в это обучение, потому что была занята другими. Но у меня не было этой проблемы, что, о боже, я заплатила, бросила. Понимаете? Я сказала, так, я заплатила, я успела по акции, когда придет время, я пойду обучаться. Смотрите, деньги – это энергия, деньги приходят под радость. Если этот долг тяготит, идите, сделайте диагностику. Шалпан поможет в этом. Сделайте диагностику. Что стоит за этим долгом? Кому должны? Маме, папе, мужу, детям? Что мы перекрываем? Если там просто общее настроение, да, общее эмоциональное, то как можно переменить эмоциональное настроение? Так вот, я начала и перепрыгнула. Наша подруга, знакомая, она живет в Испании, она инвестирует через ипотеку в свой бизнес с недвижимостью. То есть она ипотеку не воспринимает как кабала, понимаете? Если как я... инвестируют. Да, да, то есть есть разница. Я пошла, купила себе платье, очень дорогое. Я удовлетворила потребность, я хотела это платье, но мне очень понравилось, оно идеально на мне сидит. Плюс я инвестировала в новый уровень жизни. Когда я буду зарабатывать больше 3 миллионов, мой гардероб будет состоять из такой одежды. И люксовой и выше этого сегмента, то есть еще выше люкс. Понимаете? То есть смотри, в обучение это не, ну как бы это хорошо. Инвестирование в себя. И в обучение. Я почему привела Лену Рыбкову? Ты же помнишь ее? Да, помню. Вот, она работает с недвижимостью, так она и рассказывала, что для нее ипотека – это не кабала, для нее это вложение в бизнес. То есть они брали ипотеку, у них увеличивалась ежемесячная потребность закрывать платежи, у них увеличивался доход. Запомните, деньги приходят под что-то, деньги приходят под радость, деньги приходят под удовлетворение. Вот теперь давайте вернемся к предназначению. Смотрите, что такое икигай? Можно называть это вот как раз предназначение. Смотрите, то, в чем вы сильны. Первое, что нужно знать, это свои способности, знания и умения. Мои способности, я легко общалась с людьми. Я умела слушать и умела отвечать на вопросы. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, я это делала все со страстью. То есть мне, вот видите, вы это любите, и это появляется страсть. Теперь дальше. Миссия – это то, что нужно людям, то, что вы любите делать. То есть когда ваша работа приносит пользу людям, и вы это делаете с удовольствием, вы это любите, то это миссия. Что такое призвание? Это когда вы видите объединение 2 ячеек, если можно так выразить, то, что нужно людям, и вам за это платят. То есть вам платят за ваши услуги. Вы в своем призвании работаете. И профессия, ну это знаете, пошли обучились, стали работать, вам за это стали платить. Так вот, когда вы делаете то, что вы любите, и в чем вы сильны, то есть это ваша страсть, да? Я вот не могу не работать, вот честно скажу. Почему я ставлю хотя бы 12 часов, но сейчас думаю о том, чтобы пересмотреть и все-таки 18 работать, я скучаю по работе. Я потом начинаю о работе говорить тем, кто говорит, так, все, отключай психолога, включай женщину. Я такая, ой, хорошо, хорошо, хорошо. Отключай психолога, включай маму. Я говорю, все. То есть я понимаю, что мне не хватает работы. Вот, поэтому, может быть, увеличу. Но, опять же, видите, я увеличиваю не из-за того, что мне не хватает денег, а потому что мне больше хочется этим заниматься. Вот. Потребность, короче. Да, это моя уже потребность вот в этой миссии. Вот.
Теперь смотрите, я даю это людям, но я для себя поднимаю, чтобы соединять, не заниматься спасательством, это очень важно, не вчинять добро, я свои услуги продаю. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, Мгм. то, что Шалпан меня пригласила, мы сейчас с ней продаем себя, свое время. И вы, слушая нас, возможно, захотите, как мы. И, возможно, придете к нам и скажете: Шалпан, я хочу пойти к тебе учиться. Или: Наташ, я хочу пойти к тебе на сопровождение или получить консультацию и так далее. Или походить к тебе на практике. То есть, понимаете, да? То Мгм. есть мы ваше время и свое время сейчас обмениваем. Так вот, Мгм. я пришла к своему, как здесь называется, икигай, предназначению. Я кайфую от всего, что я в жизни делаю. Моя работа позволяет мне заниматься и другими вещами в жизни, от которых я тоже кайфую. То есть я пришла к той жизни, когда вот тут я сейчас, если постараюсь вспомнить, то, может быть, вспомню. Но не получается. Что я в жизни делаю, потому что надо, а не потому что хочу. То есть если у меня есть надо, то я и хочу это делать. Понимаете? Наташ, ну Да. смотри, я вроде бы занимаюсь любимым делом, мне нравится. Я Мгм. создаю курсы, я хочу еще делать. Но у меня мало клиентов. Что мне Мгм. поработать? Почему? Мгм. Ну, точнее, я скажу тебе в диагностике. Вот. Мгм. Что я могу сейчас сказать сразу? Надо смотреть. Если ты делаешь то, что нужно людям, но тебе за это не платят, то, возможно, ты даешь, закрывая потребность быть полезной, быть хорошей. Мгм. Но создавая продукт для людей, который им точно нужен, ты обучаешь их тому, как быть более счастливыми в жизни. Мгм. Чтобы они это ценили, им надо заплатить за это. Потому что так у нас мозг работает. Все хотят халяву, но никто халяву не ценит. Никто. Вот ты А, знаешь, я почему-то привлекаю таких клиентов, мгм. которые хотят, но не могут. То есть у них Это какие-то там позиция. долги, всякие Мгм. кредиты и прочее Ну, ты же и так понимаешь, что далее. это оправдание, что у меня есть долги, и поэтому я Мгм. не могу платить. Да, Мгм. да, Но при абсолютно. этом, но при этом люди как раз тогда, они и в своей жизни генерят деньги только чтобы заплатить долги и ничего больше. Смотри, если ты даешь тем, кто может взять только бесплатно, то ты в позиции кого? Мамы. Потому что когда я взрослый, я иду и покупаю. Когда я Мгм. маленькая, я сижу, жду, что мне дадут просто так. А бесплатно просто так дают только родители. Вот завтра с Мгм. утра берешь и пишешь в своей группе: друзья мои, я не ваша мама. М. Мгм. На самом Как деле, вам такое, это девочки? на самом деле М. работать, чтобы у людей возникала потребность отблагодарить, это зависит от внутреннего принятия. Когда я провожу, вот у меня была 2 недели акция, потому что я в честь своего дня рождения раздавала подарки. Вот. И когда я провожу что-то по акции бесплатно, я объявляю, что я провожу сейчас это для того, чтобы мы знаем, что в мироздании все всегда в мире в балансе. Если я нарушаю баланс, создаю положительный дисбаланс, что-то делаю бесплатно, я всегда говорю: я это делаю бесплатно, я делаю это в подарок, потому что хочу получить вот такие, такие, такие подарки. Я их получаю из других Круто. источников. Но я Мгм. это проговариваю. Я никого не спасаю, никому просто так чего-то не даю.
Вот Если знаешь, я... Наташ, Да, говори. нет, продолжи, пожалуйста. Хорошо. Если я делаю дисбаланс, у меня чуть больше полгода назад были проблемы со здоровьем. И когда я объявила на 2 месяца акцию, что я делаю разборы, диагностики и беру на сопровождение со скидкой 63%. То есть я людям даю 100% результат, но за оплату в 37%, 36%. То Ух ты, 63% крутая я скидка. получу в качестве своего здоровья. Когда я через 3 недели повторные анализы крови сдала, мой врач удивилась и сказала: ты что пьешь? Я говорю: не то, что вы прописали. Она говорит: продолжай это пить, потому что я не видела таких классных результатов. Понимаешь, да? То есть, когда я создаю положительный дисбаланс, я проговариваю, что я хочу получить взамен. Мгм. Сроки ставишь? Обязательно. Мгм. Мы все оцифровываем. Лучше все Мгм. оцифровывать. Какую сумму я хочу получить, Мгм. какой доход я хочу получать, В на что я буду настоящем тратить времени, этот да, доход. Наташ? Естественно. Да, да. Я даже пишу, у меня расходы на месяц такие-то, такие-то на следующий. Вот завтра начинается месяц, я заново распишу, какие у меня будут расходы на апрель месяц. И тогда за апрель Мгм. месяц ко мне придут доходы под эти расходы. Мгм. Но если я прописала, Заранее пишешь уже. да, если я прописала, чтобы я в апреле купила билеты в Москву на майские праздники, у меня у племянницы день рождения, и я поеду к брату. То есть если я пишу, то я иду и покупаю билеты, даже на Ой, последние классно, деньги, потому что потом они тут же придут. классно, девочки. А если Просто вы Круто. прописать пожадничаете, то недостаточно. Вселенная Что? заберет у вас. Я говорю, если вы что-то наметили и не купили, пожадничали, сэкономили, то Вселенная у вас заберет эти деньги. Ясно? Нет, она не заберет, просто не придут. Но Раз тебе вы их не вы надо, сольете. значит, Либо да. сольете. Раз не надо, значит не надо. То есть смотрите, деньги это же тоже не просто так. Это энергия, это все. И они приходят под На что-то. желание. Да, да. На запрос. Да, Мгм. да. Первые деньги приходят на потребности, то есть всегда будет заплатить, если это кредиты за кредит, если коммуналка за коммуналку, если за жилье, за питание, на это всегда придут деньги. Это тот минимум, который потребности всегда есть. У кого какой потребности? Кто-то живет за 10 Чтоб тысяч не рублей, умер человек-потребитель. да, Да, это кто-то закон живет на денег. 10 тысяч, кто-то Закон на Ага. денег. 30 тысяч и так далее. А вот дальше Иди сюда. уже более тонкие суммы, более тонкие энергии, и там нужно захотеть. Нужно захотеть, Мгм. нужно кайфовать, проживая эти Да, деньги. кайфовать. Мгм. Себя любить надо. Это Да, да. Но чтобы себя любить, надо себя знать. Сначала мы себя узнаем. Вот то же самое, что про икигай, предназначение. Сначала мы себя узнаем, Я потом хотела мы себя спросить принимаем, потом мы себя любим. Да, спрашивайте. про икигай. А если вот у меня получается, как бы там у вас как сфера, да? А если это все сливается в один шаг, что это? Не знаю. Вот я как что это Ну, ты как это не я наслаивается, рисовала, допустим. это не я рисовала, это общепринятое психологическое, я даже не знаю, кто автор этого рисунка, но я в какой-то момент это увидела и поняла, что когда это сливается, вот сочетание вот это, вместо икигай можно написать предназначение, когда это сочетание все есть, то вся остальная жизнь – это в кайф. Наташ, вот расскажи, как ты привлекаешь клиентов, Я Причем причем платежеспособных своих клиентов? желаний. Да, не ты, привлекаю. Она же как не эта они бабушка танцует, приходят? чтобы танцевать. Я нигде не рекламирую себя. Я Да. говорю, то есть я рассказываю о том, как я живу, о том, чем я занимаюсь, и даю пользу в тех постах, которые я пишу ВКонтакте и в Телеграм. Все. То есть, но я, опять же, да, я пишу свои желания, я заявляю о своих желаниях, я знаю, сколько они стоят, я знаю, каким уровнем я хочу жить, на каком уровне. И клиенты находят меня, потому что я им нужна. Наташ, значит, получается, не надо никакие автоворонки, продающие сайты, боты. Все надо. Каждый идет своим путем. Я Мгм. шла своим путем. Я шла по пути собственного развития.
То есть прежде чем я дошла до сейчас уровня и двигаюсь дальше, я работала на кого-то, я занималась как раз привлечением, я прокачивала мастерство. Сейчас, когда я мастер определенного уровня, плюс я иду сейчас в тему, мы сейчас с моей коллегой Еленой Заборской, мы прокачиваем тему, ой, как же это правильно сказать, развитие женских энергий. То есть когда женщина развивается как женщина и занимается только собой, своими женскими энергиями. И тогда и деньги, и призвание, и миссия, все приходит совсем по-другому. Не через мужские типы заработка. Вот, если так можно выразить. То, что ты перечислил, это мужские типы заработка. Кому-то они подходят, кто-то этим хочет заниматься. Пожалуйста. Каждый на своей стадии развития, каждый своей, скажем так, ветви развития. Нет определенно одного универсального способа для всех. Нет. Есть какие-то варианты, которые рекомендовано попробовать, чтобы понять, подходит это или нет. Мне повезло, потому что я очень давно научилась слушать, когда-то я называла это интуицией, сейчас я называю это душой, что я интуитивно чувствовала, куда мне идти, куда мне не идти. Даже когда я меняла города и страны и разговаривала по телефону, и меня приглашали как на собеседование, то я по телефону уже, не слыша еще ничего плохого, чтобы не соответствовало моим потребностям или запросам, но во мне внутри что-то изменялось, и я поняла, что я не хочу туда идти. Я говорила, я подумаю, если захочу, вам перезвоню. Я не перезванивала, если не хотела. То есть мне повезло, то ли потому, что я рано увлекалась психологией с раннего возраста, и я научилась слушать интуитивно. Но я никого не призываю идти моим путем. Я призываю каждого идти своим путем. Поэтому то, что ты перечислила, может быть, кому-то нужно. Когда я поставила первый раз свой разбор стоимостью 33 600 рублей, я вообще не думала, какой клиент на эту сумму придет. Я знала, что сейчас, на сегодняшний день, мой разбор столько стоит. Сколько стоит? 33 600 рублей. Причем, да, у меня приходят клиенты на этот разбор. Больше того, одна клиентка пришла, она как раз хотела финансово вырасти, и она понимала, что надо заплатить. Она сказала: Наташа, у меня разбор стоит 25 000. Я хочу заплатить тебе больше. Я говорю, так у меня и стоит больше. Она говорит: здорово, я так боялась, что ты скажешь меньше 30. Думаю, я настроилась на 30. Я говорю, нет, я даже не скажу 30, потому что у меня 33 600. То есть, понимаешь, да? Она хотела вырасти, и она пришла к тому мастеру, чтобы самой вырасти. Больше. Да, да. Вот удивительно, люди приходят, хотят вырасти, и при этом не хотят платить или... Значит, так хотят вырасти. Или там на всякие... Да. Значит, так хотят вырасти. Потому что я точно знаю, когда я начала оплачивать услуги, также разборы, потом еще докупать обучение, еще и еще, и не только в академии, вот тогда у меня начался финансовый мой рост. Я же говорю, я почему хочу на следующий год, не хочу даже, а планирую, я вижу это, вырасти финансово в 10 раз, потому что я год назад, за год выросла в 10 раз доход. То есть 3 миллиона, да, ты хочешь? Да, год назад я в месяц зарабатывала от частной практики около 40 000, около 50. То есть от частной практики я зарабатывала. Сейчас я, ну, если, скажем так, точнее, когда я еще работала в сфере образования 2 года назад, да, полтора года назад, от частной практики я как раз зарабатывала
36 в месяц. Сейчас 360 в месяц. То есть x10 я уже сделала. Да, да. Через год я могу сделать x10 еще от этой уже суммы. Наташа, расскажи, как ты сделала x10? Можно? Можно. Девочки, слушайте. То, что я уже говорила. Я Да. обучалась, я развивалась, и я вкладывала, инвестировала в себя. То есть я прорабатывалась сама, я снимала Да. чувство вины, я прорабатывала чувство долга, я прорабатывала в себе женские качества, их развитие, и отпускала мужские. Вот. И именно это все, именно это, ну и, понятно, прокачивала свое мастерство. То есть одно, когда я психолог, я уверена в себе, но при этом, работая в сфере образования, я не всем рассказывала, какими способами я не классической психологии применяю. Потому что я в свое время изучала и НЛП, и астрологию, и эзотерику, я очень много чего изучала. Вот. Сейчас я говорю обо всем, что я умею, я знаю. И я понимаю свой уровень. Меня даже на словах не каждый поймет. И я знаю, что под мой уровень, под мою глубину придут клиенты, которые захотят от этой глубины вырасти в разы. И они заплатят за это деньги. То есть они приходят через ВК и Телеграм, находят себя. Я даже не думаю, как они приходят. Вот вообще не знаю. Вот я пришла к этому не так давно, наверное, с полгода Ты не назад. рекламируешь себя как-то целенаправленно. Вот смотри, еще раз. Все, что я сегодня, как я уже говорила, все, что я делаю, я рассказываю. Я ставлю цель, я продаю себя. Сегодня я рассказываю, я уже сказала и повторюсь, да, что вот девчата, которые нас слышат, которые будут смотреть в записи, если вы хотите двигаться очень медленно, тогда слушайте всех записей, читайте книги, лет через 20 вы придете куда-то. Это один вариант. Есть вариант, когда а в наше время сейчас все меняется очень быстро. Скажите, 2 года назад мы не знали, что будет сейчас, то, что происходит. Да. 3 года назад, 4 года назад, если отмотать 19-й, да, 4 года назад никто не думал, что будет чума 21 века. То есть никто не думал, что эпидемия будет. Мир меняется очень сильно. И если вспомнить историю, то примерно в 20-х годах каждого столетия мир менялся кардинально. Кто не верит, полистайте историю. 19 век, 20 век, 20-е годы любого столетия мир меняется кардинально. Нам повезло, он меняется. Но повезло в каком плане? Либо вы сейчас, находясь в комнате, неважно, насколько она освещена, заходите в новую комнату, где она освещена, и вас видят, и вы видите тех, кто там есть, либо вы остаетесь в той темной комнате. Но чтобы войти в светлую комнату, нужно пойти в себя. Не зря сейчас, и ты сейчас, Шолпан, говорила о том, что сейчас очень много психологов, сейчас из каждого утюга кричат про развитие личности. Про то, что нужно прислушаться к себе, нужно идти заниматься своим делом, только своим, то, что вам нравится, и так далее, и так далее, и так далее. Не зря об этом говорят. Потому что общая энтропия Вселенной – это когда из хаоса становится гармония. Сейчас уйду совсем философски далеко, останавливайте меня. Так вот, на самом деле только внутренний баланс создаст внешний баланс. И чем больше будет людей, которые внутри себя будут сбалансированы, тем больше баланса будет внешний. Поэтому, чтобы прийти даже не только к высоким заработкам, это как бонус, понимаете? Что такое деньги? Деньги – это эквивалент времени. Время нельзя пощупать, и деньги нельзя надеть, поесть ими. Это только эквивалент. Я потратила время, мне заплатили.
Я хочу, чтобы на меня потратили время, я заплатил. Это в движении, это баланс. И если вы хотите, чтобы к вам приходили деньги, вам нужно что-то создавать, то, что вот смотрите, то, что нужно людям, какие-то продукты, и оплачивать другим людям их время. Ни у кого не возникает сомнения пойти и заплатить парикмахеру. Ни у кого не возникает сомнения пойти купить продукты. То есть за это мы платим, и это нормально. У кого-то кто-то пользуется другими услугами. Понимаете? Поэтому вот здесь идите в баланс. Чем больше я тратила на себя, тем больше приходило денег, чтобы я еще потратила на себя. В этом весь баланс. Вот действительно парадоксально, люди не хотят платить за то, чтобы, например, быть счастливыми, стать изобильными и так далее. Многие пользуются бесплатным материалом и думают, что это им поможет. Это работает? На бесплатном материале далеко уйдешь? Скажем так, это может сработать, если, опять же, прилагать какие-то усилия. Я всегда привожу такой пример. Можно прийти в спортзал и посмотреть, как люди качаются. Кто-то качает попу, кто-то качает пресс, кто-то на беговой дорожке бежит. Смотрите, говорит, ну как классно, я теперь знаю, как правильно бегать, как качать попу, как качать пресс. Но у того, кто смотрит, попа не накачается, пресс не накачается, на беговой дорожке он сам не пробежит. Можно смотреть, как говорят, есть люди, которые говорят, ой, куда катится мир, а есть те, которые катят этот мир. Так вот, каждый выбирает для себя. Я в свое время, даже такой пример приведу, на котором я не зарабатывала и сейчас не планирую зарабатывать. Мне всегда нравились ухоженные руки моей мамы. Всегда. У нее всегда были красивые длинные ногти, у нее всегда были они накрашены, обработаны. И для меня это было эталоном, что у женщины должны быть ухоженные руки. Я рано начала ходить в маникюрный салон, чтобы мне красиво это делали не я сама. Мне казалось, что я сама не умею, у меня так не получится. В какой-то момент я поняла, что мне не нравится, как делают в салоне. Я пошла, обучилась. Я закончила курсы, в том числе наращивание, все, вот это все сразу. И сейчас я не стесняюсь говорить, что при моих доходах я не хожу в маникюрный салон. Я делаю сама. Классно. Потому что мне это нравится. Потому что у меня от этого кайф. Вот реально кайф. При том, что я делаю натуральный, у меня натуральный. Видно, не знаю. Очень, да, видно. У меня мои натуральные, я люблю только вот такой френч, крайне редко я покрываю красным лаком по особым дням. Вот, я каждую неделю делаю сама себе, я делаю профессионально, потому что я обучилась, мне это нравится. Но опять же, я вложилась, я заплатила за обучение, я заплатила за оборудование, я вложилась в себя. Классно. И Наташ, когда я, допустим, я не хочу сама стричься и краситься, я хожу к мастеру. Я умею готовить, но мой мужчина готовит как бог. Мой брат готовит божественно, мой сын профессиональный повар, он работает в ресторане. Но при этом я могу пойти в ресторан и поесть, понимаете? Я вкладываю, как ты правильно сказала, в кайф своей жизни. Да. И опять же, если брать этимологию слова бесплатно, мы платим бесу. Вот это да. Столько смысла вот в словах, которые мы даже не осмысливаем. Да. Вначале было слово, и нужно всегда помнить о том, какие слова мы используем, и через какие слова мы взаимодействуем с миром. Это тоже очень важно. Но об этом мы можем поговорить в следующий раз. Да. Наташ, почему избегают слова «последний», говорят все время «крайний»? Я вот не совсем поняла.
Ну, я тоже об этом здесь не разделяю людей, которые говорят крайний и последний, путая, опять же, смысл. Но здесь, скорее всего, накладывает то, что люди стали только-только изучать смысловую нагрузку разных слов, и иногда, не зная до конца этимологии слов, боятся их использовать. Но опять же скажу, можно любое слово использовать, главное, какая энергия туда закладывается. Вот, допустим, слова «спасибо», «спаси, Боже», «спаси меня». Когда я говорю «спасибо», как будто я прошу спасения. Когда я говорю «благодарю», я благодарю. То есть мне что-то дали, я дарю в ответ благо. Даже если не сама, я привлекаю благо для этого человека своей благодарностью. Так вот, когда я не избегаю слова «спасибо», хотя очень многие сейчас в академии, когда им объяснили, что спасибо – это спасите, а благодарю – это благодарить, стали избегать слова «спасибо». Я на самом деле его не избегаю. Я использую его просто с умом. Когда я кого-то прошу о помощи, и мне говорят, да, конечно, я сейчас вот посмотрю там или еще что-то, я говорю «спасибо». То есть я усиливаю свою просьбу тем, что прошу меня спасти. Я соблюдаю иерархию. Если я обратилась к человеку, который может мне помочь, он выше меня по иерархии. Я признаю за ним это первенство. Я признаю его всемогущество по сравнению со мной. Я не могу. И это классно, что есть человек, к которому я могу обратиться. А вот когда мне это сделали, я благодарю в ответ, в том числе оплачиваю финансово или дарю подарок, и словами я благодарю. Наташа, а почему в академии нам говорили, нельзя говорить «извини»? Да, кажется так, «извини». Почему? Из вины. Себя винишь, как получается. Да. На самом деле чувство вины это самый сильный энергопроглот, если можно так выразиться. То есть как чувство вины, оно постоянно сжирает энергию. Постоянно. И поэтому не рекомендуется. Но опять же, можно сказать по привычке, извини, пожалуйста, если я не чувствую при этом вины. Это форма вежливости. Я всегда шутила и приводила такой пример еще до академии. Когда я говорю «позвольте пройти», я не разрешение спрашиваю. Я обозначаю, что я иду. И даже при моем 1,64 м и 60 килограмм веса, я когда говорю «позвольте пройти», значит, позвольте пройти, иначе я сейчас пройду и всех зашибу, потому что я уже иду. Понимаете? Главное – внутреннее состояние. И тот смысл, который я вкладываю в слова. Можно придираться к словам, а можно закладывать в них свою энергию. Вот. Девочки, есть вопросы, Наташенька? Еще да, задавайте вопросы, пару. А то я буду говорить бесконечно. Девчули. Вот те, кто не пришел, они лишили себя такой возможности. Да, они лишили себя возможности задать вопросы, потому что когда задаешь вопрос, ты обозначаешь, что тебе это важно, и ответ может прийти, даже пока ты его задаешь, этот вопрос вслух. Очень часто такое бывает. Кать, ты не можешь включить разве? Почему ты не можешь включить? Только что говорила. Попроси, я тебе вот кликнула «попросить включить». Ну? Я не поняла. Все. У тебя там функция стоит, организатор звук выключил, если я у себя нажимаю, то автоматически уже не включается. Ну, я тебя включаю, вот, разрешаю. Да. Спасибо. Дорогая моя. Так, знаешь, такой был вопрос. Вот мы разобрали, как закрыть. А как сделать так, что, вот, допустим, я дала товар, и мне его не вернули. То есть я его не давала в долг. Я дала товар на показ, а человек его, получается, присвоил, ни деньги не отдал, ну, деньги частично она отдала, а товар она не возвращает. Но не возвращает, потому что она его продала, а деньги потратила. Это как бы я потом уже поняла.
Вот. Как вот сделать так, чтобы эта ситуация разрешилась? То есть, по большому счету, она должна мне деньги, но она-то брала товар, ну, ни денег, ни товара. Вот смотри, что я слышу. По сути, тебя обокрали. Но я понимаю так, да, обманным путем. Вот, но смотри, сколько было слов. Она взяла товар, она продала, она не могла, она это. Ну, по сути, ну вот ты уже ее извиняешь. Катюш, Ой. оправдываешь ее. И я хочу вот этого человека Ты больше у меня просто не видеть. украла деньги. Сука, ты охуела, Да. что ли? Вот так по-русски, прикинь? Потому что это мое. Вот смотрите, непроработанная агрессия, я говорила про вину, непроработанная агрессия, она как раз и мешает заявить, это мое, со мной так нельзя. Понимаешь? Я, конечно, сейчас жестко Да. сказала, зато вы Нет, заулыбались я и поняла, просто ожили. я поняла, что я не могу так сказать. А не надо ей говорить. Ты это себе скажи. Когда ты Да. сможешь сказать себе, ты даже сейчас нам не смогла сказать, что тебя обокрали. У тебя украли Ну, деньги. Меня обокрали, да, сказать надо? Пиздец, да. Во, умничка, пиздец, ты можешь уже сказать. Да, прикинь, ты позволила себя обокрасть. Обокрасть. Да блин, вы чё, со мной так Да. нельзя. Когда мы позволяем себе проявлять агрессию, в мире не происходит ситуации, чтобы мы ее проявили. У тебя нет внутреннего разрешения. Ты не зря сказала, я так не могу сказать. Ну да, я вот как бы, Еще. хотя иногда я бываю очень как бы критична и слишком, может быть, прямолинейна к людям, но вот обвинить, да, я не могу обвинить Смотри, человека. слишком прямолинейно. То есть тебя заставляют, чтобы ты была слишком. А до того, как Ну, тебя это они заставят, считают, что я слишком прямолинейна, как танк. Ну, конечно, ты я неудобная. И поэтому ты слишком прямолинейная. Смотрите, есть разница, когда я заявляю о своих границах, со мной так нельзя, и когда я лезу в чужие границы, как я говорю, на танки по чужим огородам. Да. Есть разница. Я никому не даю советы. Почему? Потому что мои советы очень дорого стоят. Когда мне говорят, Наташ, ну, а ты можешь сейчас не включать психолога? А я говорю, раздаю советы легко. бесплатно. Вот, я говорю, легко. Я не буду с тобой психологом, ты мне не оплатил. Ты чё? Мои услуги Я щас очень с дорого тобой. стоят. Я с тобой сейчас подруга, да? Да, с тобой сейчас только подруга. С тобой сейчас на свидании пью кофе. Ты чё? Чтобы быть моим клиентом, надо заплатить. Вот, поэтому смотрите, но когда что-то в мою сторону, я так сразу, со мной так нельзя. Но сейчас, когда я проработала гнев через разные практики, мне даже не приходится говорить, что со мной так нельзя. В моем окружении никто не делает так, как со мной нельзя. Смотрите, самое важное – это работа с эмоциями. Почему то, что вы любите в этом рисунке на самом верху? Как только мы прорабатываем все свои эмоции, я точно знаю, помните, я говорила, сначала узнать себя, когда я точно знаю, что я хочу, как я хочу, с кем я хочу и где я хочу, и что мне доставляет удовольствие, все остальное выстраивается дальше. Так вот, когда мы проработаем чувства вины, обиды, гнева невысказанного и так далее, высвобождается радость и искренняя благодарность. Под радость приходят деньги, в том числе на удовлетворение наших желаний. И мы благодарим мир. Так вот, самое важное, это когда нет вот этих запретов, то есть у меня нет запрета заматериться. Я при этом не стану какой-то не такой женщиной, какой-то там вот от меня отвернется мой сын, от меня отвернется мой мужчина, от меня отвернется мой брат. Да ладно. Они улыбаются, когда я такая сижу, поправляю очки, рассказываю о чем-то высоком, говорю, блядь, прикиньте, разозлилась. Они аж хохочут, что я только что говорила о высоком искусстве и тут же сразу сказала это слово. Понимаете? Наташ, Ну, на потому тебя что у это меня... не похоже. Потому что у меня... Вот, ты давно меня не видела. Потому что у меня нет внутреннего запрета. У меня нет внутреннего запрета. Я при этом не стала какой-то другой. Даже если меня кто-то осудит, даже если кто-то меня оценит, я от этого не стала другой. А это говорится вот мат для того, чтобы как-то
Вот для чего это? Ну, Как-то те, вот, кто изучал русский мат, считают, почему очень многие даже из союзных республик матерятся по-русски. Потому мгм. что русский мат очень энергичный, энергетика большая, и все слова действительно, как говорит Инна Кляшинова, связаны с чем? С сексом или детородными Мгм. органами. Да, да. То есть идет Мгм. сексуальный запрет. Если нельзя материться, есть сексуальный запрет. То есть А как бы сексуальный, снимаешь да, сексуальный запрет. да, а второй уровень сексуальный, это Да. как раз уровень агрессии, это как раз уровень желаний, это как раз уровень больших денег. Там, наверное, на сексуалите вы учитесь материться. Нет, мы там не учимся, мы там проверяем, кто как реагирует на эти Они слова. прокачивают там словесный, Чтобы снять сексуальный блок. Нет, на словесный самом деле оргазм. этому не надо учиться, этому все умеют с детства. Просто кто-то запрещает себе. Понятно, что я Да. могу легко обходиться и не использовать эти слова просто потому, что мне не Мгм. нужно. Вот. Мгм. Но если они, вот как сейчас, по теме были, и они вышли, значит, мне нужно было их сказать, Да. а вам нужно Ну, было это это своего услышать. правильно, это выход энергии же. Да, Да. да, да. А как, Наташа, как вот злость направить вот так, чтобы эта эмоция приносила деньги? Перевести во благо Смотрите, опять же, большим надо деньгам. проработать. Нет, вот сейчас я попробую нарисовать. То Можешь есть убрать, чтобы на экран я была, убрать эту. Заставку. Да. Икигай. Мгм. Можно убрать демонстрацию экрана. Да. Смотрите, чтобы вам лучше было видно. Сейчас я часть закрою, потому что я сразу все нарисовала. Вот смотрите, произошла какая-то ерунда в жизни, вы не выразили эту эмоцию, закапсулировали ее. Произошла вторая ерунда, вы не выразили эмоцию. Произошла третья ерунда, и у вас вот такая реакция. Вам говорят, ты неадекватно реагируешь, а на самом деле в этой реакции заложено то, что вы ранее закапсулировали. Так вот, прежде чем энергия гнева или энергия, неважно, там, сексуальная энергия, энергия желаний, начала приносить и экологично для вас проживаться, то есть я захотела, желание у меня появилось, мне не надо гнев подключать, у меня пришло мое исполнение. Сначала нужно вот это накопленное проработать, но проработать тоже можно экологично. Не так ждать, когда тебе кто-то на ногу наступит, а ты такой хай-вай откроешь, потому что перед этим тебе начальник нагрубил, ты не смогла ответить, тебе перед этим продавщица нахамила, а ты не смогла ответить, потому что тебе нужно было купить этот товар. Понимаешь? И чтобы вот этой ситуации не ждать, вот эти нужно проработать сначала, а потом они перестанут создаваться. То есть первое, проработать накопившееся. Второе, проработать себе запреты, чтобы их не было. Что мне нельзя злиться, мне нельзя, допустим, там матом ругаться, мне нельзя сказать, что со мной так нельзя. Мне нельзя заявить о своих правах, мне нельзя заявить о том, что мои услуги столько-то стоят. Угу. Вот, как только это все прорабатывается, а там вылезет и чувство вины, и чувство такая я, недостойная ли я и так далее. Когда вот это все прорабатывается, потом просто появилось желание, а оно раз и осуществилось. И к этому можно и нужно прийти, особенно женщине, потому что желания женщины осуществляются Это закон. в том числе через мужчину. Угу. И величие мужчины как раз в том, чтобы женщина говорила о своих желаниях,